Привет, дорогие друзья! Давно мы с вами не виделись. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас с вами очень насыщенная программа. Мы начнем с Невского проспекта, прогуляемся до Елисеевского магазина, пошопимся там немножечко, пойдем в Екатерининский сад, дальше на улицу Росси, через мост Ломоносова. Покажу вам одну шикарнейшую парадную. И закончим это видео на веранде, с которой виден весь Петербург, так что у нас сегодня очень обширная программа, так что пойдемте. Начали мы с небольшой антикварки Чижик-Пыжик. Я очень люблю сюда заходить, она находится на Невском проспекте, и когда я прохожу мимо, всегда захожу посмотреть на какой-нибудь ассортимент, на новые фарфоровые пары, на картины, на ювелирку и просто прикоснуться к истории. А вот уже и Елисеевский магазин. Надо сказать, что это один из немногих в мире магазинов-музеев, который не просто до сих пор работает как магазин и предоставляет товары, но и погружает в атмосферу прошлой эпохи, дает почувствовать, каково это было жить в царском Петербурге, пробовать редкие деликатесы со всего мира и прямо на Невском проспекте. И первое, что привлекает мое внимание как музыканта, это вот этот шикарный рояль, который играет сам. Дом торгового товарищества «Братья Елисеевы» был построен в 1902 году в стиле модерн. Внутреннее оформление магазина тоже было подчинено законам модерна. Изобилие, блеск, никаких строгих форм, только украшения, только роскошь, растительные орнаменты, великолепие дворцов и позолота. И все это до сих пор сохранено и восстановлено, и именно такое же впечатление производит. Со стороны Невского проспекта мы видим огромный витраж, который особенно изнутри выглядит очень красиво. Он занимает несколько этажей в высоту. В советское время магазин назывался «Гастроном номер 1», и в нем всегда можно было купить деликатесы даже во время продовольственного дефицита. А вот и сами братья Елисеевы там в уголочке на втором этаже стоят и машут нам рукой. Современный Елисеевский магазин – это прям достопримечательность. Причем там можно не только закупиться продуктами, какими-то сувенирами на память, но и покушать десерт. Например, вот в центре, в кафе стоит большая пальма и подают французские десерты. Можно там посидеть за столиком. Есть 2 ресторана с живой музыкой, традиционная русская кухня, в общем, все, что пожелает душа туриста. Сегодня в Елисеевском 6 отделов, в которых представлены деликатесы со всего мира, поддерживая исторический имидж магазина колониальных товаров, а также продукция собственного производства. После долгих лет забытия магазин Елисеевых открылся только в 2012 году и распахнул свои двери для покупателей, и интерьер был детально восстановлен по эскизам, утвержденным купцами, и фотографиям 1903 года, и они по-прежнему бережно хранят свои традиции. Выйдя из магазина, мы сразу попадаем на Невский проспект, и перейдя через дорогу, мы попадаем в Екатерининский сад или сквер. Это на самом деле неофициальное название. Екатерининский сад – это часть ансамбля площади Островского, который был спланирован в 1816-34 годах архитектором Росси. Центральное место
планировки Екатерининского сада занимает, естественно, памятник Екатерине II. А вот, кстати, она прогуливается. Памятник был установлен в 1873 году. Именно он дал название скверу, который известен также как Катькин садик или Монмартр. Вокруг сада петербургские художники выставляют и продают свои работы. У основания памятника Екатерине находятся фигуры видных деятелей России второй половины XVIII века, военачальники Суворов-Потемкин, граф Румянцев, поэт Державин, президент Академии художеств Бецкий, княгиня Дашкова. К сожалению, нормально снять памятник мне не удалось, вот только немножко со спины, освещение было нормальное. Очень зависит от облачности, от того, насколько сильно палит солнце. Ну а мы с вами подошли к Александринскому театру. Петербуржцы ласково называют театр Александринкой. Свое название он получил в честь Александры Федоровны, супруги Николая I. Это здание возведено в середине XVIII века и является памятником архитектуры русского классицизма. И на самом деле его смело можно назвать шедевром мировой театральной архитектуры. А мы с вами идем сквозь его арки, и сейчас мы попадем на очень интересную улицу. Это улица Зодчего Росси. Напротив друг друга стоят два совершенно одинаковых желтых здания, отражаясь словно в зеркале друг в друге. Уникальность ее состоит в том, что застройка выполнена в точном соответствии с античными канонами. Высота зданий равна ширине улицы и составляет 22 метра, а ее длина ровно в 10 раз больше, 220 метров. По поводу названия улицы я всегда задавалась вопросом, зачем вот это уточняющее понятие Зодчего Росси, почему не просто улица Росси. Дело в том, что раньше, в то время, многие улицы, получившие название именно тогда, имели вот эти уточняющие определения. Переулок Зодчего Кваренги, улица композитора Чайковского, канал писателя Грибоедова и площадь Зодчего Растрелли. Со временем уточняющие определения были потеряны, и только улица Зодчего Росси сохранила свое первоначальное название. А вот это площадь Ломоносова, и мы подошли к Ломоносовскому мосту. Мост Ломоносова построили в 1787 году в период царствования Екатерины Великой. И это единственная из переправ через Фонтанку, которой более чем за 130 лет удалось сохранить свой архитектурный облик практически неизменным. Изначально мосты, такие как Аничков, Семеновский, Обуховский, Измайловский, тоже были башенного образца, но из-за увеличение движения городского транспорта в середине XIX века каменные мосты башенного типа были перестроены, башни были снесены, и только вот этот мост Ломоносова сохранил свой первоначальный облик практически неизменным. Если перейти через мост Ломоносова и дальше идти по улице Ломоносова, можно дойти до одной из неформальных достопримечательностей Петербурга, знаменитой парадной «Ромашка». Она находится в доме Елисеева, которого мы сегодня с вами вспоминали. Здесь очень интересный такой чисто питерский двор. Он раньше был открыт, но сейчас калитка закрыта, но вы можете с кем-нибудь пройти. Просто головокружительное зрелище, если поднять голову наверх. Абсолютно питерский вайб. И, кстати, именно здесь, в этом дворе, именно в этой парадной, про которую я вам рассказываю, я снимала свой клип на песню «Питер». Сколько жизней, долгие века ты носишь на руках людей, как родных своих детей. Полную версию песни вы можете посмотреть на моем музыкальном канале. Ссылочку я закреплю сверху или где-нибудь снизу. И, кстати, пользуясь случаем, я приглашаю всех петербуржцев на свой концерт, который состоится 2 ноября. Я только что приехала из Москвы, где мы с музыкантами играли концерт. Это было потрясающе. Я приехала такая заряженная, и мне не терпится сыграть здесь, на своей дорогой родной земле, в своем любимом простуженном городе. И я вас очень призываю прийти,
поддержать меня. Давайте устроим фан-встречу, давайте, может, устроить встречу с записочками, с вопросами, или я просто вам попою. Ссылочку на билеты я оставлю под видео, как всегда. Я буду вас очень ждать. И последняя локация сегодняшнего видео — это потрясающий ресторан «Горизонты», куда я попала совершенно случайно. Здесь, мне кажется, официально самый лучший вид на город. Это романтика питерских крыш, купола всех известных вам соборов, ну почти всех. Я такое очень люблю. Что мы тут попробовали из еды, я недавно писала в своем телеграм-канале «Простужный город». Не забывайте туда подписываться, если вы еще не там. Это просто кулинарные шедевры. А я потихонечку с вами прощаюсь. Жду вас на своем концерте, жду в телеграм-канале. Давайте встречаться, общаться, дружить везде, где только можно. Ну и до встречи в новых видео. Пока-пока! Мой простуженный северный